Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Когда мы поднимаем глаза к ночному небу в южном полушарии, нашему взору открываются Магеллановы облака, туманные пятна, похожие на оторвавшиеся клочки Млечного Пути. В северном полушарии, если небо достаточно темное, можно разглядеть едва заметное сияние ядра галактики Андромеды. Для обычного наблюдателя это просто красивые огни. Для астронома, Кадесса, это призраки прошлого. Стоит взять в руки бинокль или направить в зенит любительский телескоп, как пустота между созвездиями оживает. Тысячи, миллионы островных вселенных проступают сквозь тьму. Но у всех них есть одна общая черта, которая ставит ученых в тупик. Они стары. Почти каждая галактика, которую мы видим, является ровесницей самой Вселенной. Млечный Путь начал формироваться почти сразу после того, как во Вселенной зажглись первые искры термоядерных реакций. Его возраст – это возраст самого времени, измеряемый миллиардами лет. И хотя внутри галактик постоянно рождаются новые объекты, такие как сверкающие «Семь сестер», звездное скопление Плеяды, М-45, сами дома для этих звезд были построены в глубокой древности. Возникает фундаментальный вопрос. Почему мы видим рождение новых звезд, но не видим рождения новых галактик? Определить возраст галактики Вадим – задача почти детективная. Это не просто твердый объект, это сложнейшая система из звезд, газа, пыли и невидимого скелета темной материи. Ученые используют модели звездной эволюции, чтобы прочитать возраст звездного населения. Если галактика заполнена красными карликами и старыми гигантами, мы понимаем, что она видела рассвет мироздания. Но даже если в ней много ярких голубых гигантов, это может быть лишь косметический ремонт. Свежая вспышка звездообразования в очень старой структуре. Ситуацию осложняет то, что галактики – это великие хищники и великие строители. В течение миллиардов лет они сталкивались, сливались и поглощали друг друга. Когда две старые галактики сливаются, может возникнуть объект новой формы, но это не будет новой галактикой в истинном смысле слова. Это лишь ремикс старой материи. Чтобы понять, почему новые галактики больше не рождаются, нужно вернуться в те времена, когда Вселенная была молодой, горячей и удивительно однородной. В первые мгновения после Большого взрыва вещество было распределено почти идеально гладко. Однако в этой гладкости были крошечные изъяны, области, где плотность была чуть выше. Именно эти морщинки стали семенами будущих миров. Согласно современным теориям, первыми начали фрагментироваться не атомы газа, а темная материя. Она не излучает света и взаимодействует с миром только через гравитацию. Сгустки темной материи начали коллапсировать, создавая огромные гравитационные колодцы – темные гало. Эти гало стали ловушками для обычного вещества. Холодный газ устремлялся в эти колодцы, сжимался под действием тяжести и вспыхивал первыми звездами. Так рождались протогалактики. Существует два сценария того, как это происходило. Сверху вниз сначала формировались гигантские облака материи, которые затем дробились на отдельные галактики. Снизу вверх сначала возникали крошечные звездные системы, которые словно кубики лего постепенно собирались в современные гигантские спирали и эллипсы. Современная космологическая модель Lambda TDM и компьютерные симуляции подтверждают. Сценарий снизу вверх был основным. Мы видим это в движении галактик и в том, как наш Млечный Путь до сих пор доедает мелкие карликовые системы. Однако телескоп Джеймс Уэбб недавно подбросил загадку. Он обнаружил в ранней Вселенной галактики, которые выглядят слишком массивными и развитыми для своего возраста. Возможно, оба сценария работали одновременно, создавая разнообразие космоса. Так почему же процесс остановился? Ответ кроется в расширении Вселенной. В эпоху формирования протогалактик материя была упакована плотно. Гравитация легко побеждала расширение, стягивая газ в узлы. Но сегодня Вселенная расширилась настолько, что средняя плотность вещества упала до критических значений. Те зародыши, что не успели превратиться в галактики в первые несколько миллиардов лет, потеряли свой шанс. Сегодня до 50% обычной материи находится в межгалактическом пространстве. Казалось бы, вот он, стройматериал. Но этот газ слишком горячий и разряженный.
Чтобы родилась галактика, газ должен остыть и сжаться, но расширение пространства мешает этому процессу. Эпоха великого строительства завершена. Мы живем в эпоху эксплуатации уже построенного. И все же астрономы – неисправимые оптимисты. Они продолжают искать молодые галактики, те, в которых до недавнего времени вообще не было звезд. В 2004 году казалось, что удача улыбнулась. Была найдена галактика Пиксис Вики-18. Первые данные с Хаббла ошеломили. Возраст самых молодых звезд составлял всего 4 миллиона лет, а признаков старых звезд не было вовсе. Ученые решили, что нашли настоящий реликт – запоздалый всплеск творения. Но спустя 3 года более детальные наблюдения обнаружили в ней популяцию звезд возрастом в 10 миллиардов лет. Оказалось, это просто старая галактика, пережившая вторую молодость. В 2020 году телескоп Сувиссиваро выявил 27 новых кандидатов. Особенное внимание привлекла крошечная система HSCG 1631 плюс 4426, расположенная в 430 миллионах световых лет от нас. Ее масса ничтожна. Всего 800 тысяч солнечных масс. Меньше, чем у многих звездных скоплений. Но что поразило ученых, так это ее химический состав. Звезды – это алхимики Вселенной. Старые галактики богаты тяжелыми элементами, металлами, потому что сменилось много поколений звезд, выбрасывавших кислород, углерод и железо при взрывах. В HSCG 1631 плюс 4426 содержание кислорода составляет всего 1,6% от солнечного. Это невероятно чистая, примитивная система. Она выглядит так, будто только что вышла из горнила большого взрыва. Пока нет данных, которые могли бы опровергнуть ее молодость, но научное сообщество осторожно. Космос умеет маскировать стариков под младенцев. Чтобы расширить историю и углубиться в детали этого космического детектива, мы добавим главы, посвященные химической летописи космоса, парадоксам телескопа имени Джеймса Уэбба и философскому осмыслению нашего места в этой стареющей Вселенной. Почему астрономы так цепляются за содержание кислорода или железа в поисках молодых галактик? Представьте себе чистый лист бумаги. В начале времен, спустя несколько минут после Большого взрыва, Вселенная представляла собой именно такой лист, на котором было написано лишь 2 слова – водород и гелий. Все остальные элементы таблицы Менделеева, тот самый звездный прах, из которого состоим мы с вами, были выкованы позже в недрах звезд. Каждое поколение звезд работает как огромный завод по переработке первичного газа. Когда массивная звезда взрывается сверхновой, она выплескивает в окружающее пространство накопленные тяжелые элементы. Следующее поколение звезд рождается уже из загрязненного газа. Поэтому, когда мы находим объект вроде HSCG 1631 плюс 4426, его химическая стерильность говорит нам о многом. Если в галактике почти нет металлов, значит в этом регионе пространства миллиарды лет ничего не происходило. Это был забытый уголок Вселенной, где газ оставался девственно чистым со времен сотворения мира. Найти такую галактику – все равно, что обнаружить в современном мегаполисе живого динозавра. Это биологическая, или в данном случае космологическая, аномалия, которая чудом избежала эволюции. Разговор о возрасте галактик был бы неполным без упоминания величайшей встряски в современной астрономии. В 2022 году на сцену вышел космический телескоп Джеймс Уэбб, JWEB-ST. Его способность видеть в инфракрасном диапазоне позволила нам заглянуть в такие дали, которые раньше были скрыты за пеленой пыли и времени. Ученые ожидали увидеть там маленькие, хаотичные, только-только формирующиеся комки материи – те самые протогалактики. Но Уэбб показал нечто пугающее. Огромные, яркие и идеально структурированные галактики, которые существовали уже тогда, когда Вселенной было всего от 300 до 500 миллионов лет. Это настоящие разрушители моделей, говорят астрофизики. Это все равно, что найти в детском саду младенца с бородой и в деловом костюме.
Этот парадокс заставил нас пересмотреть само понятие возраста. Возможно, материя в ранней Вселенной конденсировалась гораздо быстрее, чем предсказывали наши суперкомпьютеры. Или, возможно, темная материя обладает какими-то свойствами, которые мы еще не учли. Если галактики могут возникать так стремительно, то вопрос, почему они не рождаются сейчас, становится еще более острым. Значит, в раннем космосе был некий катализатор, который ныне полностью исчерпан. Мы привыкли думать о галактиках как о вечных двигателях, но это иллюзия. Каждая галактика имеет свой бюджет газа. Когда газ заканчивается, звездообразование прекращается. Галактика превращается в зомби. Она все еще существует, ее звезды светят, но новых жителей в ней больше не появляется. Современная эпоха – это время, когда большинство крупных галактик уже прошли пик своей продуктивности. Млечный Путь все еще рождает 1-2 звезды в год. Но это лишь тень былого величия, когда звезды зажигались сотнями. Более того, расширение Вселенной, подстегиваемое таинственной темной энергией, постепенно разрывает космическую паутину. В далеком прошлом галактики были связаны между собой нитями газа, по которым питание поступало в системы. Сегодня эти нити истончаются и рвутся. Мы вступаем в эру галактической изоляции. Каждая крупная группа галактик превращается в запертую комнату, где запасы ресурсов ограничены, а двери наружу заперты навсегда. Парадокс новых галактик учит нас смирению. Мы появились на свет в удивительное время, когда Вселенная уже достаточно остыла, чтобы в ней могла зародиться сложная жизнь, но еще не настолько расширилась, чтобы скрыть от нас другие миры. Мы – свидетели заката великой эпохи Созидания. Мы смотрим на Магеллановы облака и ядро Андромеды, осознавая, что видим не просто звездные скопления, а выживших ветеранов Великой битвы за материю, которая началась в момент Большого взрыва. И хотя новых гигантов на горизонте больше не предвидится, те, что уже существуют, хранят в себе достаточно тайн, чтобы занять человечество до тех пор, пока не погаснет последняя звезда.